Привет, меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы будем говорить о словах гнать и гонять. А вы знали, что гнать и гонять – это тоже глаголы движения? Да. Хотя и не такие частотные, как идти, ходить, ехать, ездить, но гнать, гонять – это тоже глаголы движения. Гнать – это группа идти, движение в одну сторону. Гонять – это группа ходить, движение туда и обратно или в разных направлениях. Первое значение глаголов гнать и гонять – это принуждение к движению. Вы представьте, пастух гоняет стадо овец. Пастух гонит или пастух гоняет стадо овец. Он принуждает их двигаться или туда, или обратно, или вообще в разных направлениях. Давайте сначала посмотрим на формы глаголов гнать и гонять, а потом посмотрим, какие еще у этих глаголов есть значения. Гнать. Я гоню, ты гонишь, он гонит, она гонит, мы гоним, вы гоните, они гонят. И в прошедшем времени он гнал, она гнала, они гнали. Глагол гонять. Я гоняю, ты гоняешь, он гоняет, она гоняет, мы гоняем, вы гоняете, они гоняют. И прошедшее время он гонял, она гоняла, они гоняли. Итак, мы с вами уже поговорили, что гнать, гонять – это принуждение к движению, то есть когда вас заставляют двигаться в определенном направлении. Но также это принуждение к быстрому движению. Наездник гнал свою лошадь, так как хотел первым добраться до финиша. Еще гнать, гонять машину – это значит быстро водить транспорт. Даже не просто быстро, а на очень большой скорости. Поэтому у нас есть такой спорт, гонки. Например, Формула-1. Это спорт, где молодые люди гоняют на своих спорткарах. Еще от этого же значения быстрого движения у нас есть дополнительное значение торопиться, спешить. Я спешил на работу, поэтому гнал как мог. Ну, конечно, здесь тоже мы имеем в виду, что вы гнали на каком-то транспорте, на машине, на мотоцикле или на велосипеде. А разговорный вариант – гони деньги, то есть дай деньги. Говорить неправду, врать. Ты что, гонишь? Нет, все было совсем не так. А еще это обвинять кого-либо. Нехорошо гнать на человека без точных доказательств. Ах, да, чуть не забыла. Давно я была студентом. Гонять на экзамене. Это значит заставлять отвечать на вопросы экзамена. Мы, кстати, говорим прогонять по всему материалу курса. То есть проверять весь материал курса. Еще один вариант. Я думаю, вы слышали, что в России есть такой напиток – самогон. Так вот, самогон мы гоним. То есть готовим такой алкогольный продукт. Гнать, гонять самогон. Например, мой дедушка каждый год гонит самогон. Продолжим со словами гнать, гонять и несколько идиоматических выражений. Гонять чаи – это значит долго пить чай. Чаевничать. Помню, как в детстве мне нравилось гонять чаи на балконе. Гнать в шею, гнать в зашей. Выгонять грубо, то есть говорить, чтобы человек ушел, даже заставлять, чтобы человек ушел и больше здесь не появлялся. Гони его в зашей, зачем он тебе такой нужен? И очень похоже гнать поганой метлой. Выгонять, не разрешать находиться где-либо. Гнать поганой метлой. Итак, слова гнать, гонять – это глаголы движения. Первое. Второе. Гнать – это группа идти, гонять – это группа ходить. Третье.
Гнать, гонять – это не настолько частотные глаголы движения, как другие, но их все равно нужно знать. И последнее, гнать, гонять – это в первую очередь принуждение к движению. В разговорной речи также мы часто говорим гнать, гонять, имея в виду, что едем, двигаемся очень быстро. Вот и все. Это было новое видео о глаголах движения на канале Russian Language Club. Подписывайтесь на канал Russian Language Club, чтобы не пропустить другие интересные грамматические и не только грамматические темы о русском языке и на русском языке. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.